Здравствуйте, дорогие зрители! В этом выпуске я покажу простой способ, как можно создать вот такую цветочную нежную композицию из ландышей из обычного крема. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Итак, сначала нам нужно подготовить крем. Перед работой нам нужно его хорошо размять, чтобы он был пластичным. В данном случае я использую обычный ганаш. Рецепт этого крема есть в описании под видео. Один важный момент в этом процессе – это то, что работать с этим кремом, то есть делать декор, создавать цветы, желательно в помещении, в котором не жарко. Идеальная температура – это 19-20 градусов. Чтобы крем при работе не таял, а держал свою форму нужное нам количество времени. Окрашиваем вот эту часть крема. Нам нужно сделать сначала его салатовым. Добавляем красители понемногу, чтобы не переборщить. Сначала я сделаю крем салатовым, вот такого оттенка. Забираем небольшую часть крема, окрашенную в салатовый цвет. Вдруг нам пригодится еще для композиции. А к остальной части добавляем немножко черного. Это даже не капля, там совсем чуточку. Смешиваем, смотрим на тон, подходит, оставляем. Нет, добавляем еще немножко. Нужно заглушить вот этот тон, сделать его более глухим, не ярким. Мне я думаю, подойдет вот такая тональность. Наверное, вы уже поняли, что листья мы будем формировать с помощью мастихинов. Для этого нам еще понадобится обычный поднос или досточка. И на досточке кладем вот небольшой отрезок ацетатной пленки. Разглаживаем крем, добавляем сюда еще немножко салатовый. И вот так смазываем. Сглаживаем его и оставляем толщиной приблизительно 1,5 мм, 2 мм. Вот такая толщина нам нужна. И теперь с помощью мастихина набираем крем. Вот такими движениями. Мастихин у нас наклонен приблизительно 50-40 градусов. Набираем небольшую часть крема на одну сторону. И теперь на ацетатной пленке выкладываем крем. И с помощью мастихина формируем лист ландыша. Листья у нас будут все, конечно, разные, где-то потолще, где-то потоньше. Мы их делаем также разного размера. Для данной композиции я использовала 5 листков, но я всегда делаю с запасом. Вдруг что-то пойдет не так, чтобы нам было чем заменить. Листья, конечно, можно создавать прямо на торте, но всегда есть риск что-то испортить. И для того, чтобы перестраховаться, практичнее выложить листья мастихином на подносе, на ацетатной пленке, а потом их аккуратненько перенести на торт. Таким образом, есть стопроцентная гарантия, что мы ничего не испортим. В конце сглаживаем все неровности. Лучше всего взять кисточку и смотрите, даже можно сделать, нанести такой легкий рельеф сверху, как бы оттиск листка. Теперь убираем наши листки в холодильник, не в морозильную камеру, обязательно в холодильник, буквально на минут 20-30. Остатки крема убираем в кондитерский мешок и делаем тоненький надрез. Эту часть крема мы будем использовать для создания стебля. Протираем салфеткой рабочее место и выкладываем еще одну порцию крема белого цвета, не окрашиваем, для создания самих цветков. На доске хорошо смешиваем, делаем крем эластичным и убираем в мешок. Для создания ландыша я использовала насадку улыбка или изогнутый лепесток. Итак, у нас готовы 2 кондитерских мешка. Сегодня я работаю на макете. Покрытие мы имитируем тем же кремом. Смотрите, я здесь использовала белый и немножко салатового. Делаем вот такой фон под ландыши.
Для тренировок вы можете также использовать обычный поднос или взять большую тарелку плоскую. Убираем макет в холодильник для охлаждения. Еще нам понадобится совсем немножко окрашенной шоколадной глазури для создания стеблей. После того, как шоколадная глазурь у нас окрасилась, мы делаем маленький надрез. Берем ацетатную пленку и здесь вот рисуем такие тоненькие стебли. Вот такие стебли рисуем шоколадной глазурью. Отставляем, чтобы шоколадная глазурь застыла. Теперь переходим к созданию самого ландыша. Еще нам понадобится вот такой стек и тонкая кисточка для создания цветка. Начинаем выдавливать крем, цепляемся за кончик стека, поворачиваем стек, закрываем круг. Теперь с помощью кисточки сглаживаем стык, открываем серединку как бы наружу, вытягивая кисточкой немножко крем, разгибая как бы, у нас получаются такие малюсенькие как бы кончики лепестков ландыша. И у основания также, чтобы основание цветка было полностью закрыто кремом. Смотрите, конечно, с первого раза быстрее всего не получится, надо немножко потренироваться. Если падает, ничего страшного, надо немножко наловчиться, чтобы крем держался как бы и в воздухе, и на стеке, и это вот закрутить. Все достаточно просто, нужно только немного потренироваться, и все получится. Для цветочной композиции нам понадобится немножко больше, чем 20 штук вот таких ландышей. Также убираем поднос с ландышами в холодильник на минут 20-30. После этого приступаем к сборке композиции. И в первую очередь мы выкладываем стебель из шоколадной глазури. Я выкладываю 2 штуки на начало. Теперь дорисуем стебли из крема. Стебли наносим таким образом, чтобы у основания букет у нас сужался. После этого выкладываем листья. Перед этим наносим обязательно небольшое количество крема в том месте, где мы будем ставить листки. Еще один важный момент. Пока листки твердые из холодильника, лучше их поставить в тех местах, где они должны быть, и не трогать. А буквально через минут 10-15 крем немного нагреется и станет как бы больше податливым. Тогда мы сможем с нашими листками еще поработать, сделать нужные изгибы, либо немножко приботнять, либо сузить. Ну, то есть понятно. На данном этапе выкладываю только 4 листка. Листья уже немножко обмякли, крем уже не такой холодный, и он уже более-менее эластичный и гибкий. И теперь мы листья можем направить и изогнуть в нужном нам направлении. Видите, вот эти все изгибы, немножко приподнять, опустить, это все играет свою роль. Композиция будет выглядеть более естественной и живой. Нанесем еще несколько стеблей. Получается, у нас снизу идут, сверху, то есть между листьями. Так получается интересно. Ну и теперь переходим к самим ландышам, цветкам. Здесь уже, наверное, каждый знает, как выглядит цветок ландыш. Здесь просто выкладываем цветочки в определенном порядке, так как они растут на веточках, от большего к меньшему. Добавим еще несколько штук стеблей из шоколадной глазури. И еще раз кремовый стебель протянем несколько штук. Видите, сразу картинка меняется. Пройдемся белым кремом, заполним пустоты в самих цветках. И самые маленькие бутончики ландышей белые просто нанесем с помощью крема. Делаем вот такие обычные шарики. Дорабатываем наши веточки.
И в конце поставим еще один листок. Дополнительно листья можно немножко затонировать, но это нужно делать на холодных листках. Ну вот, наша композиция готова. Делается достаточно быстро. И я потратила на эту работу буквально 1,5 часа. Надеюсь, что моя работа вас также вдохновит поработать немножко с кремом. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. А также приглашаю всех вас подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем говорю до свидания и до новых встреч!